Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. Я очень ценю вашу поддержку. В сегодняшнем ролике разбор компании Accenture. Взглянем на финансовый отчет по форме 10К за полный 2020 год. Компания декларирует свой полный финансовый год 31 августа. С данным отчетом вы можете самостоятельно ознакомиться на сайте Комитета ценных бумаг. Я собираюсь сделать отчет за последние 10 лет, проанализировать фактические данные и на основе этих показателей спрогнозировать будущие финансовые потоки и определить, сколько мы можем заработать, удерживая компанию в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли. Она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры компании Accenture и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Компания Accenture – это ведущая глобальная компания по оказанию профессиональных услуг, предоставляющая широкий спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных технологий и операций с цифровыми возможностями для всех этих услуг. Мы объединяем непревзойденный опыт и специализированные возможности в более чем 40 отраслях, которые организованы в наших 5 отраслевых группах, вместе с нашей культурной инновацией. Около 506 тысяч наших сотрудников обслуживают клиентов в более чем 120 странах, чтобы помочь клиентам создавать свое цифровое ядро, трансформировать свою деятельность и ускорить рост доходов, создавая ощутимую ценность для своих предприятий быстро и в масштабе. Accenture обслуживает клиентов на 3 географических рынках – Северная Америка, Европа и рынки роста, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток. Процент выручки в 2020 году составляет 47% для Северной Америки, 32% для Европы и 20% для рынков развивающихся стран. Компания оказывает услуги в сферах стратегии и консалтинга. Стратегия и консалтинг работает с руководителями высшего звена и советами ведущих мировых организаций, помогая им ускорить цифровую трансформацию для повышения конкурентоспособности, увеличивая прибыльности и обеспечения устойчивой ценности для заинтересованных сторон. Интерактивный. Интерактивно сочетает в себе творческий подход и технологии для предоставления значимого опыта, который способствует устойчивому росту и повышению ценности для наших клиентов. Наши возможности простираются от идеи до воплощения. Рост, дизайн продукта и культуры, платформа технологий и опыта, креативные, медийные и маркетинговые стратегии и оркестровка компаний, контента и каналов. Технология. Технология предоставляет инновационные и комплексные услуги и решения, охватывающие облако. Системная интеграция и управление приложениями, безопасность, услуги интеллектуальной платформы, инфраструктурные услуги, услуги программной инженерии, данные и искусственный интеллект и глобальная доставка через наши центры передовых технологий. И в заключение это операция. Мы управляем бизнес-процессами от имени клиентов для конкретных корпоративных функций, включая финансы и бухгалтерский учет, поиск и закупки, цепочку поставок, маркетинг и продажи, а также отраслевые услуги, такие как доверие и безопасность платформ, банковское дело, страхование и медицинские услуги. Как можно заметить, бизнес компании высоко диверсифицирован как с точки зрения предоставления услуг, так и с точки зрения присутствия на мировой арене. С распределением выручки по отраслевым группам вы можете ознакомиться самостоятельно. Компания также в своем отчете рассматривает различные факторы риска, которые могут существенно отрицательно повлиять на бизнес, устойчивое состояние, результаты операции, включая выручку и прибыль. С данными факторами вы можете ознакомиться самостоятельно. Теперь давайте посмотрим на отчетные показатели в годовом исчислении.
Выручка растет. В 2016 году она составляла 34 миллиарда и выросла в 2020 году до 44 миллиардов. Чистая прибыль также растет. В 2016 году она составляла 4 миллиарда и выросла в 2020 году до 5 миллиардов. Если смотреть на выручку в разрезе распределения на географические рынки, то рост выручки в Северной Америке в долларовом эквиваленте вырос на 5%, в Европе снизился на 2%, в основном это за счет курсовой разницы и ослабления доллара к европейским валютам, и на рынках развивающихся стран вырос на 5%. По балансовому отчету можно заметить, как растут активы. Это то, что генерирует прибыль для предприятия. Растут и обязательства. Акционерный капитал вырос с 14 миллиардов до 17 миллиардов. По движению денежных средств все выглядит привлекательно. Денежные средства, полученные от операционной деятельности, растут с 6 миллиардов в 2018 году выросли до 8 миллиардов в 2020 году. Денежные средства, использованные в результате инвестиционной деятельности, растут. И денежные средства, использованные в финансовой деятельности, также растут. Теперь давайте посмотрим на рост выручки. Ежегодный рост выручки составляет 5,5%. Выручка с 27 миллиардов в 2011 году выросла до 44 миллиардов в 2020 году. Чистая прибыль у компании растет куда быстрыми темпами. Ежегодный рост чистой прибыли составляет чуть более 9%. С 2 миллиардов долларов в 2011 году она выросла до 5 миллиардов долларов в 2020 году. Прибыль на акцию также растет. Ежегодный рост составляет практически 10%. Компания выплачивает дивиденды. Она начала платить их с 2005 года. Сначала она выплачивала их один раз в год, далее, начиная с 2010 года, 2 раза в год, и начиная с 2020 года она выплачивает их 4 раза в год. Ежегодный рост в среднем составляет 15%. По количеству акций, находящихся в свободном обращении, они с каждым годом уменьшаются. Компания выкупает свои акции, это говорит нам о надежности и уверенности руководства компании в своем будущем. Среднегодовой выкуп акций составляет 1,5%. Свободный денежный поток растет. Ежегодный рост с 2011 года составляет практически 11%. С 3 миллиардов в 2011 году он вырос до 7,5 миллиардов долларов в 2020 году. Рентабельность активов снижается в среднем с 2011 года на 0,5%. Это незначительно. Рентабельность активов по-прежнему находится на достаточно высоком уровне. Рентабельность собственного капитала снижается. В 2011 году она составляет практически 68%, и в 2020 году она снизилась до 32%. Это не критично, так как это по-прежнему очень высокое значение. Рентабельность инвестиций снижается. С 2011 года среднегодовое снижение составляет практически 9%, но в настоящее время это по-прежнему очень высокое значение. По долговой нагрузке у компании все в порядке. Компания практически не использовала долг, и лишь в 2020 году она взяла долг. Долг к собственному капиталу в 2020 году составляет 16%. Для нее это несущественная цифра, так как покрытие процентов операционной прибылью находится на очень высоком уровне. Активы и обязательства у компании растут. Рост активов опережает рост обязательств. По итогу мы видим рост акционерного капитала. Давайте проведем анализ фактически достигнутых показателей и сделаем свою оценку роста акции к 2030 году на основе показателей EBITDA. EBITDA – это аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Для начала мы посмотрим на историческое значение EBITDA за последние 10 лет и выясним, сколько составляет средний рост EBITDA. Итак, EBITDA вырос с 2011 года с 4 миллиардов до 8,5 миллиардов в 2020 году, что составляет ежегодный рост порядка 9%. Также обратим внимание, что в 2020 году рост EBITDA составил практически 20% к 2019 году. В правой таблице я взял фактические показатели EBITDA и спрогнозировал их до 2030 года. Вы можете увидеть, как я уменьшил рост EBITDA, так как компания будет с каждым годом расти в рыночной стоимости, и ей тяжелее будет поддерживать высокий темп роста. Среднее значение стоимости компании Enterprise Value к EBITDA я взял 12, так как это исторический средний показатель. Рассчитав долговую нагрузку
и легкореализуемые рыночные ценные бумаги, я получил капитализацию в 215 миллиардов. Количество акций в обращении я рассчитал, если компания будет выкупать дальше в среднем 1,5% акций в год. Вы можете увидеть, сколько будет стоить акция к 2030 году. Прогноз стоимости составляет $388. Данная цифра основана на текущих показателях и применение мною консервативной стратегии развития предполагает, что компания будет тяжелее такими темпами развиваться дальше. Теперь давайте спрогнозируем стоимость акции на будущие 10 лет на основе свободного денежного потока. Для этого нам нужно знать, какое количество акций было в обращении и стоимость одной акции на момент закрытия финансового года. Итак, среднегодовой рост свободного денежного потока составляет практически 14%. На момент закрытия финансового года в 2020 году свободный денежный поток на одну акцию составлял $11,75. В правой таблице вы можете увидеть, как я спрогнозировал стоимость акции на основе свободного денежного потока. Видно, как я уменьшил рост свободного денежного потока с 14% до 9,5%, ежегодно уменьшая его. Отношение свободного денежного потока я взял 4%, так как вы можете заметить по таблице, в компании он исторически снижается с 2011 года с практически 8% до 5%. В этом отношении я также допускаю консервативный вариант развития событий. Итак, по итогу мы видим, что цена акции к 2030 году составит $891. Далее, получив прогнозную стоимость акции на основе EBITDA и свободного денежного потока, давайте возьмем по 50% от цены каждого параметра и получим среднюю цену в $639. И рассчитаем внутреннюю норму доходности. Она составляет практически 16%. Это хороший показатель. Всего свободный денежный поток на акцию составляет $235. Прирост инвестиций $354. Общий прирост составляет практически $590. И трехкратный возврат на капитал. Давайте теперь смоделируем потенциальную доходность. Покупая акцию на текущих отметках, вы получаете доходность практически 16%. Чем выше будет стоимость акции, тем меньшую доходность на горизонте 10 лет вы получаете. Вы можете заметить по этой таблице. И чем дешевле вы покупаете акцию, тем больше доходности вы получите. Теперь давайте подведем итог по 5 параметрам, по которым мы делаем оценку компании для инвестиций. Итак, как вы видите, компания соответствует по всем 5 ключевым показателям. У нее растет выручка, растет чистая прибыль, у нее стабильный денежный поток, у компании практически отсутствует долг, и в настоящее время ее можно купить по достаточно привлекательной цене, так как потенциальная доходность на горизонте 10 лет будет составлять практически 16%. Также хочу отметить, что компанию можно приобретать частями. При появлении коррекции на рынке цена может снизиться, что даст нам еще большую доходность в долгосрочном плане. Не спешите с приобретениями на полную позицию от портфеля, а дождитесь хороших точек входа. Данную компанию я держу в своем портфеле со средней ценой в $250 и покупал ее в прошлом году. Итак, друзья, если вам было полезно видео, ставьте лайки, пишите комментарии, разбор какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!